Мина осколочная направленного действия МОН-50. Мина направленного действия Клеймор. Шишка, давай ползи отсюда. 3, 2, 1. Духота. Знаете, настроение такое, что-нибудь взорвать. Да я и взорву, в общем-то. И сегодня у нас в гостях мина осколочная направленного действия МОН-50. 50 значит разлет осколков. Это эхо войны Советского Союза, так сказать. И сражаться она будет против сегодня не менее легендарной. А, кстати, что это за шишка? Раньше вроде как ее не было здесь. Сражаться она будет против легендарной мины Клеймор. Американец! Пошел нахуй, американец! Американец! Пошел нахуй, американец! Что? Говорящая шишка? Американец! Пошел ты нахуй, американец! Что за херня? Разговаривающие шишки. Да знаете, голову могло и напечь, согласен. В общем, да, сегодня МОН-50 против легендарной мины Клеймор. М-18. Почему у них все называется М-18? В прошлом выпуске М-18 была дымовая граната желтого цвета. Как будто бы я слышу какие-то вьетнамские флешбеки. В прошлом выпуске я вам сказал, как мой автомобиль несколько подразмотал. Я его подлатал, и теперь у меня появляется частенько мысль о том, чтобы купить новую тачку. Поэтому я регулярно мониторю сайт autospot.ru. Тут все предложения от официальных дилеров, и самое важное, что скидки видны сразу. Просто нужно развернуть вкладку «Сниженная цена». И если есть скидка за трейд-ин или кредит, или наличные, она будет указана, и чтобы зафиксировать за собой это предложение, достаточно оставить заявку в 2 клика. Сайт абсолютно бесплатный, не требует никаких подписок, платежей и прочей ерунды. А все предложения указаны на сайте, напрямую выгружают официальные дилеры из наличия на своих складах. И да, совет от команданта. Если в вашем городе скидок нет или они маленькие, поменяйте на соседний, и разница в цене может достигать до 100 тысяч рублей. А ссылку на автоспот я оставлю в описании. Что тут у нас? Дорогое виски? Нет. Кстати, друзья, мы в нашем секретном канале в Телеграме распаковали американский сухпайок. И там, возможно, я вам покажу еще кое-что. Ну, давайте перейдем к нашим минам. Мина направленного действия Клеймор, вот она, запечатывается в такой вот кожух брезентовый и, наверное, не мокнет. Тут отличная инструкция, тут все показано, что нужно делать. Подползти за камень, поставить, сделать прицел. Да, у нее есть прицел, кстати сказать. Потом вкрутить взрыватель в одну из вот этих вот, в одно из отверстий. Это выкручивается пластик и сюда вставляется. Можно использовать, наверное, УЗ РГМ, но у нас ведь сегодня все по-американски. Знаете, что это? Electric Blasting Cap M4. Handle carefully. Осторожнее с руками. Может оторвать. Здесь все очень удобно. Дергаешь за хлястик, открываешь. Оп. Короче, это для машинки подрыва. А внутри, вот здесь, внутри, находится взрыватель. Все очень просто. Ты вставляешь в одно из отверстий, выкручиваешь, естественно, ставишь в одно из отверстий. Машинка подрыва, здесь, наверное, метров 100 этой ленты, и подрываешь. МОН-50 на вид точно такая же. Давайте посмотрим, что у нас есть для нее сегодня. Так, что тут у нас? Опачки. Это у нас взрыватель. 2, точнее, взрывателя. И для того, чтобы произошла детонация, нам понадобится еще кое-что. Тут, в общем, у нас на выбор сегодня. Есть ЗТПшечка, есть мувы. Короче, мувочку сдергиваем, и пошла ЗТПшечка горит. Горит она обычно 300 секунд,
А это будет гореть, наверное, 150. Тут написано 150. 150 секунд у меня есть время на то, чтобы убежать. Кое-что есть из американского, ну практически. Китайские, американские Strike Face. Они способны удержать 7,62 на 54. И мне шальным образом в голову пришла такая идея. А что если осколки мины МОН-50 и осколки мины Клеймор потестировать на вот этом Strike Face? Способна она пробить-то его или нет? Что за шишки лазят тут? Повадились, блин, эти шишки. Короче, давайте к техническим характеристикам. Давайте сразу же перейдем к вопросу, что сначала появилось, яйца или курица, да? Клеймор появился в 1966 году. На стыке 70-х, 80-х появилась МОН-50. То есть МОН-50 была значительно позже сделана. В МОН-50 2 килограмма она весит всего. 700 грамм здесь взрывчатое вещество. Взрывчатое вещество здесь гексоген. 540 шариков тут может быть или 480 роликов. Ну и, собственно, разлет осколков 50 метров. Здесь есть такое приспособление прицельное, которое, на мой взгляд, значительно лучше, чем у Клеймора, потому что у Клеймора оно какое-то странное. То есть сложно понять, куда и, собственно, смотреть. Есть еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание. Это вогнутость. Видите, МОН вогнуто больше, что дает нам преимущество в том, что, скорее всего, разлет осколков будет меньше. Я имею в виду, кучность будет лучше, потому что осколки пойдут ниже. У Клеймора чуть-чуть другой загиб, и, естественно, наверное, это даст меньше кучность, потому что часть будет улетать в высоту. В общем, мы уже делали обзор на Клеймор, вы можете посмотреть в этом ролике. Мина Клеймор весит 1,6 килограмм. Из них 680 это взрывчатка. Здесь 700 шариков. Используемое вещество взрывчатое здесь С4, где 91% это гексоген, а все остальные 9% это пластификатор. Как обычно, мы выставили мишени на 50 метров и поставили в этот раз их значительно больше и кучнее, что называется. То есть прогалов тут практически нет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Короче, практически 10 штук с каждой стороны. Напротив каждой монки, напротив каждого клеймора мы будем устанавливать вот такую вот пластину. О, снова шишка. Короче, Нахуй, американец! Американец! Пошел ты нахуй, американец! так, ладно, начнем с МОН-50. Какие-то недружелюбные шишки здесь находятся. Смотрите, мы выставляем монку на первую часть наших этих. Прицеливаемся. В 5 метрах мы поставим Strike Face на палочку вот так вот. Посмотрим, пробьется ли керамическая пластина, которая выдерживает 7,62 на 54. И то же самое сделаем с Клеймором. Кстати, у Клеймор, что мне не нравится, у нее очень подвижные вот эти усики. И любое движение, видите, она уже падает в какую сторону угодно. А здесь, в нашей советской, все хорошо. Кстати, видите, оно как-то получается, что в наши дни все равно происходит холодная война, противостояние бывшего Советского Союза и нынешнего коллективного Запада. Одинаковые условия и для Клеймора, и для Монки. Расстояние, количество гипсокартона и Strike Face. И давайте начнем с МОН-50. И, кстати, есть еще кое-что. Японский Panasonic, кстати, знаете, в Японии сейчас делают немало блоков микрочипов для джавелинов. Джавелины у нас тоже были, благо один не выстрелил. Так вот, компания Panasonic сегодня нам подарила такой телевизор старющий, который мы обязательно взорвем миной МОН-50. Посмотрим, что случается, если японский Panasonic вдруг противостоит мине осколочной направленного действия. И все это мы сделаем в секретном канале. У нас есть секретный канал, и у нас есть Boosty, и там мы покажем дополнительную версию этой замечательной программы. И в серединке вы можете тапнуть и увидеть этот ролик полностью. Там уже сейчас лежит, и оттуда я вам передаю привет. МОН-50 уже стоит. Мы ее подняли чуть выше, и в прошлый раз многие из вас написали: «Эй, ты лузер, какого черта? Там под углом, в общем-то, вниз идет». И да, действительно, здесь уклон как бы идет вниз. Strike Face я сейчас попробую присандалить чуть дальше, чтобы мы увидели, пробивается ли он осколками МОН-50. Единственное, нужно, как всегда, посчитать кое-что. 1, 2, 3, 4,
Кто-то написал в комментариях, а что если купить дальномер для этих моментов? Ладно, я купил дальномер, и он у меня в метрах. И давайте проверим, сколько тут, собственно, метров до каждой мишени. Первая мишень, которая стоит вот прямо здесь, на час, это 13 метров. Следующая посерединке, она у нас 32 метра. И последняя у нас мишенька ровно, даже больше чуть-чуть, 58. Вот отсюда до последней мишени вертикальной 58 метров. Ну, практически 60. Вкручиваем, то есть здесь, в общем-то, взаимозаменяемая вся эта история. Можно в левый, можно в правый. Это, в общем, как вам больше нравится. Кстати, можно использовать и УЗ-РГМ от гранаты, но для этого вам нужно будет очень быстро бегать. Вкручиваем. Накольный механизм я тоже накручиваю. Потом выдергиваю чеку накольного механизма, и у нас будет 150 секунд, чтобы свалить вон за ту горку. Давайте прицелимся. Прицеливаемся мы очень хорошо. Что там за фигня, а? Что за фигня? Американец. Пошел нахуй, американец. Давай ползи отсюда, шишка, слышь, не надо тут создавать проблемы. А то сейчас будет шишкопад. Пошел нахуй, американец. Да ты ползи давай. Шишка, Пошел нахуй, американец. давай ползи отсюда. Пошел ты нахуй, Да ползи отсюда. американец. Короче, парни, шишку еще раз увидите, говорите мне. Потому что, мне кажется, не зря у меня вещи сегодня пропадают на площадке. Так много мемов ходило про эту шишку, знаешь. Знаете, вообще, когда высокопоставленные шишки на полигоне, это всегда очень плохо. Так что свали нахрен вон туда. Короче, фишка в чем? В том, что если его телефон разобьется, то мне придется ему покупать новый телефон. Это тоже одна из проверок для Mon 50. Так, я тут все прикрутил. Все прикручено. Накольный механизм. Я уже буду выдергивать чеку в отсутствие оператора, с вашего позволения. Хотя, может быть и нет. Его надо повернуть, да? Да. А там же ты выбираешь замедление какое, да? Я поворачиваю, и все готовы? Все, 3 минуты. Осталось, короче... 3 минуты? Тогда еще, наверное, 1,5 осталось. Фишка в том, что в обратную сторону летят ножки. И если такие ножки вопьются вам в голову, это будет не очень. Видите, почему сзади не нужно находиться? Куски пластичного вещества сзади горят, как и мои эти ноги. Это деревяшка, на которой стояла, знаете, в этот раз как будто Mon сработал логичнее, чем в прошлый раз, потому что мы его поставили чуть выше. И давайте посмотрим. Я вижу, что нижняя часть первой правой пластины просто в решето. Заметьте, как очень хорошо кучно пошло прям по низу. То есть, если бы здесь пехота хреначила, то подрыв и все. Тут выжить, наверное, нельзя, если ты не в бронежилете. А если ты с пластиной САПи, какого черта произойдет? Давайте-ка глянем. Вот она, наша пластинка. На удивление, в нее есть попадание. Вот они, 2 попадания. Охренеть, ты прикинь. Чего? Нет! Это невозможно. Китайская пластина, которая выдерживала 7,62-54, в этот раз продырявлена Mon 50? Вы серьезно, блин? Смотрите. Блять, у меня только что порвались штаны. Это вообще как? Дырка не только оказалась в страйкфейсе, еще и в моих штанах. Но это точно эпик фейл. Смотрите, вверху удержала. Чуть левее, ну, сомнительно, но окей. Но третье попадание шарика оказалось смертельным для этой пластины. И это очень странно вообще-то.
Типа, какого черта, Сапи, ты что подводишь-то меня, а? Да что ты себе позволяешь? Извините, вырвалось. Смотрите, в левую часть для меня, в правую для вас попадает осколок. И он продырявливает ее. И знаете, если бы, казалось бы, да, типа он прошел сбоку, возможно, где вот эта подушка, ни хрена подобного. Ни хрена преподобного. Он точно пошел в вот этот, что это, СВМП, а впереди керамика, прикиньте. А вот и мой ножичек подоспел. А, вот в чем дело. Короче, высокомолекулярный вот этот полиэтилен, который здесь находится, он был продырявлен. Смотрите, какая залупа случилась тут. Внешне кажется, что Strike Face, охренеть, какая здоровая пластина. Но если глянуть внутрь, то вот эти вот боковины, мать вашу, 2 сантиметра с одной, 2 сантиметра с другой. Короче, 5 сантиметров вашей шкуры будет, возможно, атаковано. И нравится мне это? Нет, конечно же. Вы, китайцы, вроде бы на нашей стороне, но почему эта пластина выглядит вот так? Она не должна выглядеть вот так. Что это такое? А? Типа, стреляйте сколько хотите, мне типа не больно? Что за хрень вообще? Вообще-то здесь используется карбид алюминия или карбид кремния. В данном случае, скорее всего, это карбид кремния. Выглядит эта пластина вот так. Или карбид бора, возможно. Смотрите, внизу 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра, здесь 2 сантиметра и здесь. Вы шутите, что ли? Я, по-вашему, что, анорексией должен страдать, чтобы в этот броник мне ничего не прилетело? Так, ребятушки, здесь что-то халява прям какая-то. В этот раз Strike Face пришли слишком хреновые. Мне это дерьмо не нравится, вам это нравится или нет, я не знаю. Пишите в комментариях. Короче, смотрите. Ого. Ножом невозможно пробить гипсокартон, а шарики пробивает даже Strike Face. Неужели они пробили гипсокартон? Смотрите, какая кучность. В правом все в решето и в самом низу. Здесь чуть выше, то есть, видимо, во время детонации, взрыва, чуть-чуть ее повернуло, и осколки пошли вот так. Если вы посмотрите на заднюю часть стенки, давайте я даже очень быстро в перемотке сосчитаю количество попаданий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 65 практически попаданий в одну только стенку. А вот и, собственно, как выглядят эти цилиндрические ролики. Вот как они выглядят. И 60 осколков буквально на человека или на роту солдат, это, конечно же, смерть стопроцентная. Вот идет человек, ему просто перебивает ноги. Вот тут еще один попадает, возможно, в грудь. Но, наверное, если бы он такой типа что-то увидел, подпрыгнул, может быть, шансы были. Но это все, как это сказать, это Call of Duty или, возможно, ПТСР. На 14 метрах стоит еще одна пластина. И эта пластина атакована. 3, 6, 9, 12, 16, 19, 23, то есть 60, 25. Здесь уже, то есть, видите, какая дробность, так сказать, долетания. Судя по всему, они уже, осколки пошли здесь выше. И здесь внизу, посмотрите, в самом низу есть осколки. Вот они, видите, как равномерно идут. Не осколки, точнее, цилиндрические элементы металлические. И я вначале подумал, будто бы ее чуть-чуть развернуло, но если посмотреть под уклон, мы видим, что слева уклон значительно больше. И тут, в общем-то, прямая линия. Буквально все, что было в этой линии, было атаковано и имеет смертельные попадания. Давайте посмотрим, насколько они серьезные и смертельные. Как я сказал, на 52 метра находится вон та последняя пластина. Посмотрим, есть ли в ней осколки сейчас. А давайте посмотрим, что промежуточные. Это 30 метров. Это 30 метров. И здесь, как видите, верхушка, серединка, И низ. низ и самый низ.
Видите, сколько здесь попаданий? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11. И вот сюда, наверное, попало тоже. Ну, короче, пускай будет 11. 11 на 30 метрах. Что с другими пластинами? Посерединке, где уклон больше, и там уже было небольшое препятствие в виде бугра. Раз, два, три, четыре, 5 попаданий. 5 попаданий в верхнюю часть, то есть чем дальше ты от мины, тем у тебя больше шансов. Или нет? Давайте перейдем на 40 метров. 40 метров, и мы видим здесь уже значительное рассеивание. В этой пластине и у пехоты, которая находится здесь, было значительное преимущество, потому что если бы они легли, возможно, у них был бы шанс. Но посмотрите на правую стеночку. Там, где уклон больше, естественно, меньше и попаданий. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25. Посмотрите-ка, ровная линия. Здесь макушка атакована. И, кстати, не только макушка. И вон там, видите, бам-бам-бам. Бамблби, короче. Что могу сказать, господа? Похоже, только что был разрушен миф советских инженеров. Что же на 58 метров, 58,2, почти 60 метров в верхней части осколки присутствуют? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Не атакована только нижняя часть. Что? Какого? Мы... Пошел нахуй, американец! Я не дам тебе взорвать мой грязный американский бомб! Остановись! Я не дам тебе взорвать бомбу! Иди сюда. А, черт. Американец! Я не дам тебе взорвать грязный американский бомба! Американец! Так вот где эта штука. Вот грязная маленькая шишка, а? Американец, пошел нахуй, американец! Так, вали-ка нахрен отсюда. И я наконец-то нашел машинку подрыва. Всякие ядра чистый изумруд, или как там говорится. Ну, короче, всему виной шишка. Кстати, знаете, в парке Горького в Москве есть очень вкусные шишки вверх, так называемый чай. Он очень вкусный. Так вот, сегодня посмотрим, как будут шишки вверх или нет. Мину Клеймор ставлю в левую часть этого полигона. Причина в чем? В том, что мне не хватило расстояния. И если вы собираетесь засесть где-нибудь с Моной Клеймор, вам нужно засесть где-нибудь в окопе, а для этого вам понадобится... да. Если кто-то увидит, что выкопан внезапно окоп в чистом поле, то вас это, скорее всего, демаскирует, если кто-то подлетит на птичке. Поэтому пока что у Монки все преимущества. Что вы думаете, я делаю? Я рою окоп. Прием, прием, как слышно, как слышно. Знаете, я, конечно, не телеведущий, но некоторые новости я рассказываю достаточно смешно. Даже смешно то, как я туплю. У нас, знаете ли, в секретном канале на Бусти выходит очень интересный формат, ну для кого как. Это не Лебедев, конечно же, и не Антонов такой Антонов, но есть над чем поржать. Вы знали, например, кто такие асексуалы и кто такие пансексуалы? Вот я там подробнее рассказал, так что переходите на Бусти и увидимся. Закрепим промежуточный вариант. Мина МОН-50 поразила все мишени, находящиеся перед ней, в том числе пробила пластину САПИ. У нас тут тоже есть пластина САПИ, и Клеймор имеет уже первые недостатки, лично для меня. Вот этот вот шнурок. Ну как недостатки? С одной стороны недостатки, с другой стороны достатки, потому что в ней в комплекте идет эта штука. А ЗТПшка в комплекте с МОН не идет, потому что сюда можно было бы тоже использовать ЗТПшку. Но
у американцев-то ЗТПшек нет, поэтому у них все очень печально. Что мы тут делаем? Мы вставляем... Вот эта штука, она двойная. Она стоит сначала вот так, потом мы ее переворачиваем и вставляем сюда проводок. Проводок вставляем, таким образом у нас удерживается взрыватель. Потом мы его вкручиваем. Но опять же он, конечно же, может выпасть. Это не очень хорошо. Это такое не нравится, честно скажу. Потому что он должен быть очень хорошо держаться. Но он здесь держится не очень, честно говоря. Потому что вы за эту штуку можете потянуть, каким-то образом вытянуть. Или вот так вот просто вытянуть его. Машинка подрыва. Здесь вот такая. На конце этого проводочка находится контакт, который мы вставляем и нажимаем. Вот в таком виде он предохраняет нас от подрыва. Вот в таком мы можем нажимать. Там, наверное, какая-то стоит магнита или еще что-то. Мы ставим пластину САПИ также на этом расстоянии, и наступает момент истины. А окопчик мой готов. Ну и, собственно, мы подключаем машинку. Итак, мы работаем. Машинка подрыва в моих руках. Нажимаю электрический ток и погнали. 3, 2, 1. Жора, мы попали! Телефон, кстати, и мой, и телефон Вани выжил. И он, кстати, все записал. Заодно мы посмотрим, как это получилось сзади. Смотри, как будто бы мощнее был взрыв, хотя взрывчатого вещества здесь меньше. Под корешок срубил. Но давайте посмотрим дальше, что было. Итак, первый тест, который не должен быть провален, это давайте посмотрим на правую часть. Как помните, в той было 60, у МОН 50. Сколько же здесь? Кстати, вижу, что немало. Итак, считаем. Правая пластина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 попадания, это типа в половину меньше. Мне это нравится. Так, ну как будто бы вся окучность пришлась в левую часть. Какого хера, блядь? Да, в половину меньше. И ни одного попадания в страйкфейс. Блин, чуваки, я припер сюда эту херовину, хрен знает откуда, за 3-9 земель, что называется, для того, чтобы она пробила эту пластину. Но она даже не попала в эту пластину. Это херово. Все вокруг в решето, а пластина такая типа, эй, это морской корпус морской пехоты США, так что, допустим, я головка самонаведения, и я такой типа, страйкфейс, что? Написано по-английски. Я туда стрелять не буду, я ведь американская мина Клеймор. Что ж, но здесь результат мне нравится больше в плане попадания, то есть их как будто бы больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 78, 9, 40, 11, 20, 30, 45, 46, 47. 48. 48 половинку просим. Там была половина. Там было... тут не попадание в страйкфейс. Это хреновые новости вообще-то. Кто-нибудь напишет в комментариях. Это все ложь. Причем под нее было, справа было. А в нее типа ни разу не попало. Но я вам клянусь, это правда. Ни одного попадания. МОН 50 тупо пробила эту пластину. Смотрим сюда, и здесь как будто бы очень даже неплохое поражение. И в нижней части в том числе, и посередине.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Кузнечик, я бы на твоем месте здесь не скакал. 28. Перемещаемся мы на 14 метров, и что мы тут видим? Так, ну вот здесь все очень даже неплохо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. А там было 9 было во второй пластине, которая стояла вертикально. Ну ладно, неплохо. Идем дальше. Так, в левой 4 было у нас там, а здесь... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А вот здесь уже как будто бы показатели немножечко лучше в сторону Claymore, потому что там 4, здесь 8. Пока что 1-1, кроме того, что она не попала в Strike Face. Перемещаемся далее на 30 метрах, или 35. Короче, 30 плюс метров. Мы видим следующую картину. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 попаданий. Антон нам сейчас скажет, сколько было в такой же аналогичной пластине на Монке. В левом было там 2, здесь 13. А в правом посмотрим. А в правом у Claymore только 1. А там было 19. Ракурс был один и тот же. Тут 2, тут 13, там 2, в правую часть там 19, здесь только одно попадание. Я не вру, ребята, вот оно, только одно. Что ж, и финалочка. 58,2 метра. У Мон было поражение хорошее, посмотрим, было ли такое поражение у Claymore. Так, ну тут точно есть попадание. 1, 2, 3. 3 попадания, а у Мон 6. И вот он, момент истины. У Мон 50 на 58 метров, 6 попаданий. У Claymore всего 3. В половину больше как в последнем листе, так и в первом листе. И мало того, Claymore не попала и не пробила буквально ростовую мишень. То есть она не пробила Strike Face, который, в общем-то, сколько там, 60 на 50? Ну, слушай, ТХ, по крайней мере, она все и выдержала. Время экспериментов для секретного канала КП, телеграм-канала и для Бусти. Сейчас мы возьмем Mon 50 и попробуем разрушить японский Panasonic. По-моему, это вполне себе заслуженный эксперимент для секретного канала. Что касательно Mon 50 и мины Claymore, они идеально выдержали по своим техническим характеристикам все испытания команданта. За исключением того, что Claymore не попал в Strike Face, и Claymore в первом и в последнем случае со щитами вдвое нанес меньше поражений, чем это сделала Mon 50. У Mon 50 отличное приспособление, угол кучности, естественно. У Claymore он не такой кучный, как вы понимаете, по попаданиям. И еще вот что. У мины Claymore абсолютно беспонтовое прицельное приспособление. Непонятно, куда она стреляет, а вот у Mon 50 оно отличное. В защиту Claymore скажу следующее. У него есть все, чтобы разобраться прямо на месте. То есть тебе не нужно искать ЗТПшку или УЗРГМ или еще что-то. И тут в случае с Claymore у тебя контролируемый подрыв. То есть если идет пехота, ты можешь нажать в нужный момент и привести в исполнение наказание, если вы понимаете, о чем я. Ну, в случае с ЗТП вы просто убежите на глазах у разъяренной толпы бегущих на вас викингов, и только тогда произойдет подрыв. Ну, ладно. Вообще-то у нас тоже есть ПМ, это подрывная машинка, которую тоже можно использовать, но в комплекте, к сожалению, ее нет. С вами крупнокалиберный переполох, не переключайтесь, ведь дальше будет интереснее.